Добрый день, уважаемые белорусы! Вас приветствует Олег Талерчик. Байпол продолжает свои расследования, рассказывая о преступлениях карательных органов Беларуси, а также о тайнах режима уроженца деревни Коплес. Друзья, подписывайтесь на наши каналы в YouTube и Telegram, ставьте лайки и пишите комментарии, а также не забудьте подписать своих друзей и знакомых. Ваша активность помогает продвижению видео и распространению информации о мобилизационном плане «Перамога». В рамках проверки мобилизационных ресурсов в «Перамоге» мы активно выходим на контакт с людьми, которые прошли опрос в чат-боте и, на наш взгляд, могут нести большой вклад в реализацию плана. Поэтому, если вам пришло оповещение от оригинального чат-бота, смело выходите на связь с представителем Байпол и ситуационно-аналитического центра. Мы обращаемся к руководителям предприятий и организаций и их заместителям, государственным служащим, силовому блоку. Если вы еще не записались в план «Перамога», сделайте это прямо сейчас. Можете напрямую написать нам на нашу почту. Это абсолютно анонимно. Допуск к информации об участниках плана имеет ограниченный круг специалистов. Пишите нам, и мы начнем совместную работу по восстановлению законности и конституционного строя в нашей стране. Вы прекрасно знаете настроение людей ваших коллективов. Вас обязательно поддержат. Закон на нашей стороне. Ну что, поехали? Злоупотребление служебными полномочиями и их превышение безвозвратно стали визитной карточкой силовых структур диктатора, официально называемых правоохранительными, а на деле давно ставших бандитскими и террористическими в одном флаконе. Сегодня мы расскажем вам о так называемых решалах и о покровителях в погонах. Ни для кого не секрет, что в современном госсекторе Беларуси как нигде развито стукачество, лизоблюдство, крысятничество и подлость. При этом чиновники и большая часть силовиков крепко привязаны к своему хозяину. Кто запуган, на кого имеется компромат, кто-то искренне разделяет систему антиценностей диктатора. В отличие от простых граждан, для слуг режима решить шкурный вопрос – плевое и обыкновенное дело. Особенно, если речь идет о наиболее приближенных к классной кормушке. Например, людей из оперативно-аналитического центра диктатора, сотрудников которого последний наделил фактически безграничными полномочиями. В силу чего по одному лишь желанию маломальского начальника одного из структурных подразделений ОАЦ высокие милицейские чины дружным строем идут на должностные преступления. И не ради решения каких-то глобальных проблем, а всего лишь для того, чтобы, например, отмазать от неудобной для ведомства истории простого клерка из ОАЦ Анкиновича Вадима Вадимовича, совершившего наезд на пешехода. При этом, разумеется, начальник данного клерка радеет вовсе не за своего подчиненного, а банально спасает собственную шкуру. Ведь начальник несет ответственность за проступки своих подчиненных. Владимир, здравия желаю. Как там обстановка? Ну, пока тихо, только заминирование, только шлют, да, заминированные ящики. 12 в Жодино заминирование, и по Минску тут тоже куча. Артур, послушай, нужна помощь, сейчас объясню. Есть сотрудники нормальные, адекватные, а есть согласен? Да. Сотрудник там айтишник в УАЦе. Звонил мне Сергей Шкорбуль, просит помощи. Запиши фамилию. Анкинович. Вадим Вадимович. Он у них там айтишник какой-то. В УАЦе служит.
Ага. Он в этом месяце ехал на работу и на пешеходную, где-то там на повороте, то ли пешеходный переход, то ли еще что-то, не буду врать, не знаю, задел человека, физическое лицо. Без телесных повреждений, вызвали ГАИ, оформили дорожное, позвонили руководству вашему там ГАИ, предупредили, что он придет на рассмотрение, сказали ему, ты предупреди, когда придешь на рассмотрение. Он пришел на рассмотрение, кому не сказал, ну потому что баран. Ему 10 базовых и лишили водительского удостоверения. Потом ему начальник ГАИ твой перезвонит, говорит, так подождите, это вы, по вам позвонили? Он говорит, ну да, по мне звонили. Говорит, так а чего вы мне не сказали? Ну дебил, извиняюсь за выражение, дебил. Насколько я знаю, ты можешь отменить это решение. По-моему, нет. Ну, Басов может точно. По-моему, через ГАИ города это делается. Только ГАИ города? Я сейчас уточню. Артур, уточни, пожалуйста, да. Я уточню, сейчас перезвоню. Ну, дебилоид, извини, что потому такая что ситуация. Последний раз, когда ко мне кто-то так обращался, тоже так вот, позвонили уже, когда уже было поздно. Ну, если... Вот, и я тогда делал через Бабича, если через начальника ГАИ города. Позвоню Бабичу, уточни, пожалуйста. Как известно, персональная и жесточайшая ответственность за нарушение дисциплины, допущенная подчиненным, это своего рода еще один поводок диктатора для своей своры. При этом, как и положено в иерархии собачьей упряжки, такая зловещая аббревиатура из 3 букв, как ОАЦ, оказывает буквально гипнотическое воздействие на другие силовые ведомства. О чем свидетельствует, в частности, и завершение данной истории с указанным клерком горе-водителем. Да, Сурит. Максим Александрович Шахлай. Да. Ну, разобрались в ситуации. Там умысел до конца доведен не был. Просто его как бы рассмотрели, он пошел, а ей же предупреждали, что вы как бы с руководством там согласуете, потому что требования начальника ГУВД всем решение. Ну вот. Они хорошо, этот в общем потоке, ничего не говоря, пришел, его, естественно, рассмотрели. Вот, потом начали перебирать материал, ему позвонили, вернись. Да. Он вернулся. Говорит, ты кто? Он говорит, я, говорит, этот, СОАСа. У него забрали постановление, порвали. Вот, сказали, иди решай вопрос. Все, еще умысел до конца не доведен. Я понял, то есть надо с Грибом этот вопрос обсудить. Ну, как бы, в принципе, я думаю, что мы на своем уровне решим. Я думаю, что там генерал уже не этот самый. Ну, я тоже думаю, что уже беспокоить генерала. Да, по такой мелочи генералу, думаю, не стоит беспокоиться. Если что, уже там уже будет прилетать, тогда уже, если сам не справлюсь, тогда уже позвоню. Да, конечно, я сам, тут доложим, что просят действительно. Ну да, тем более, что такая структура, я думаю, что если уже коснется вопроса, сам генералу объясню. Конечно. Наехал на гражданина? Не проблема, отмажем. Своре проблемы ни к чему, а к кормовой базе, как они относятся к нам с вами, жалости быть не может. На протяжении всех 27 лет своего безграничного царствования, а с прошлого года с еще большим размахом преступный режим Лукашенко проводит в отношении белорусского народа настоящий геноцид. Обычных граждан оскорбляют, унижают, гнобят в ВВСах, ЦИПах, химиях и зонах. В конце концов убивают лишь за то, что нашли в себе смелость и достоинство заявить о нарушениях своих прав и несогласии с репрессивной системой власти. А сами прихлебатели диктатора в то же время совершенно безнаказанно решают вопросики. Кого-то отмазать, где-то финансовую махинацию провернуть, расплюнуть. Но, пожалуй, не меньше самого масштаба правового беспредела в стране удивляет уверенность преступников у власти, что так будет всегда. Что, если что, страницу всегда можно взять и перевернуть. Но нет, по возвращении с перемогой в Беларусь закона и конституционного порядка каждому мучителю народа придется ответить за содеянное. Ничто не забыто и никто не забыт. Например, мы все хорошо помним о том, кто в августе 2020 года выстрелом в затылок убил жителя Бреста Геннадия Шутова. Чтобы убийцы из Марииногорской бригады спецназа капитан Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын не забывали о своем преступлении, сограждане оставляли в их подъездах соответствующие напоминания. Так отважно расстреляли безоружного отца 5 детей и так испугались безобидных листовок, что сразу побежали в милицию с заявлением. Отметим, что оперативное мероприятие по установлению лиц, совершивших такие возмутительные деяния, как напоминание убийцам про их преступления, взял под личный контроль аж сам секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. Да, наше государство – мирное государство. Но фигура госсекретаря, видимо, не слишком популярна и авторитетна в кругу руководства УВД Миноблсполкома.
и поэтому малоизвестно. Настолько, что даже заместитель начальника криминальной милиции Минской области, полковник Игорь Качалов, не знает фамилию указанного генерала из Совбеза. Да. Михалыч, а вы можете зампрокурору Петровскому это по УРД набрать, чтобы он чуть-чуть задержался, санкционировал мероприятие? Не могу, я его не знаю, Петровского. Ну, там вменяемый человек. Это вот как раз по этой ситуации с воякой. Уходит уже? А? Уходит Петровский? Ну, он в 6 часов, но просто на минут 10 пускай бы задержался, если ему не сложно. Все-таки объяснить, что у государственного секретаря безопасности на контроле сейчас задачу поставили. Как этого фамилия секретаря? Как правильно? Вальфович. Государственный секретарь Совета Безопасности. Он там, да? Что? Ну, на контроль поставили? Да. Хорошо. Это там, получается, по размещению листовок в Пуховичах в отношении военнослужащих? И угроз, да, в отношении военнослужащего Марьиной Горки. Хорошо. Вот, оказывается, решением каких государственных задач занимается Совет Безопасности страны. И, судя по всему, на сегодня только такие задачи являются первостепенными для прислужников режима и имеют важность государственного масштаба. Существующую конъюнктуру понимают и с преступной легкостью для себя принимают все представители некогда правоохранительной системы страны. В их числе и первый заместитель прокурора Минской области Петровский Борис Борисович, который настолько проникся новым принципом недозаконности, что, не задумываясь, позволяет себе санкционировать проведение оперативно-розыскных мероприятий, нарушающих конституционные права граждан задним числом. И плевать на закон, плевать на превышение служебных полномочий. Вместо того, чтобы изучить материалы дела оперативного учета, Петровский, не вникая в суть оперативки, тупо гарантирует свою подпись и печать в милицейском постановлении постфактум. Впрочем, одна ведь свора, почему бы и нет? Да, полковник. Слава? Да. Ни хрена он сказал, да у нас канцелярия уходит, мы ничего не запишем. Говорит, включайтесь, дадим. В смысле включайтесь? Ну, говорит, пускай так включают, если успеют до 6. Ни хрена он не подвигается. Так а что включаться? Они нам завтра сегодняшним санкцию поставят или нет? Поставят, да? Хорошо. Но сегодня это еще не все истории про людей военных, которые вроде бы присягу давали защищать свой народ, а на самом деле запятнали свои мундиры и совесть преступлениями против мирных сограждан. Конечно, одно дело противостоять врагу, который так же, как и ты, вооружен и имеет военную выучку. Для этого нужны смелость и отвага. И куда безопаснее лобызать окровавленные руки, пусть и психически нездорового хозяина, и стрелять в мирных и безоружных людей. Или почувствовать себя воином лишь после употребления горячительных напитков и барабанить в грудь, мол, ах, какой я герой-десантник. А затем этими же кулаками охаживать ни в чем не повинных людей. И нет, нести ответственность за свои геройства духа не хватает. Пускай командиры через милицейских начальников расхлебывают. Ну а куда командиры-то денутся? Отвечать за дисциплину подчиненных ведь никому не хочется. Да и официальная версия вполне удобоварима. Жаль терять ценного бойца. Милиции, впрочем, тоже хорошо. Очередного солдатика отмазал и должок отдал военным, которые в подавлении протестов активно помогали. Всем хорошо. Одна свора. Да, слушаю. Алло. Андрей Владимирович, добрый день. Добрый. Это коллега твой с Минского УВД, Качалов Игорь Михайлович. Очень приятно, Игорь Михайлович. Слухаю уважливо. Как дела у вас там? А как в том старом анекдоте еврейском. Спасибо, У кого вас назначают начальника? Начальника КМ? Ну, как бы говорили, что как бы Говорака рассматривался, Бобруйск. Ну, пока тишина, что-то кадры молчат, МВД молчит, поэтому лишних вопросов не задаем. Родина сказала держать штурвал, так мы и держим. Слушай, Андрей Владимирович, звоню тебе по делу такому.
Помнишь, вот рельсовая война, когда была, ну, у нас тут эти рельсы все минировали. Да. Блин, я тогда помощь писал, и приезжали силы специальных операций, это десантники витебские, короче. Ну и там с командиром познакомился этой части. Командир части, ну, этих сил специальной операции сейчас звонит, говорит, такая ситуация. Были вот там 2 бойца в Гомеле на свадьбе в субботу. Ну и там, что там произошло, короче, походу драка на свадьбе, как всегда, произошла. Ну, бойца этого с ним, ну, что там, материал зарегистрирован. Ну, говорит, мог бы узнать, какие последствия могут быть. Разбирается замначальника УР Центрального РОВД Морозов, такой Саша Александр. Так, замначальника УР ЦУВД Центрального РОВД Морозов. Морозов Александр. Так. Не можно узнать. Ситуация, ну, когда бывают фамилии фигурантов? Волосович там какой-то. Волосович какой-то. Хорошо, я выясню, я тебя тогда, Игорь Михайлович, наберу. Ну, буду ждать, спасибо. Да, сейчас будем выяснять, что там, на каком свете. Хорошо. Там командир тоже волнуется, все же за своих бойцов переживают. Ну, понятно. Ну, хорошо. Хлопцы хорошие, вот ты, плохая. Знаешь, что говорит? Говорит, блядь, ну, понимаешь, такой тоже, там, мне издалека говорит, понимаешь, Игорь Михайлович, ну, мои пацаны там были на свадьбе, выходили, плечами с кем-то не разминулись. Тот занес кулак, хотел ударить. Ну, он увернулся, нечаянно часами ему поцарапал бровь. Я говорю, ты мне, блядь, сказки рассказывай. Я говорю, а что он? Ну, он КМС там по самбо или КМС по рукопашке. Я говорю, все ясно, блядь. Ну а что же на самом деле натворил этот кандидат в мастера спорта по рукопашке и самбо? Из 103-й Витебской отдельной гвардейской краснознаменной ордена Ленина, ордена Кутузова второй степени воздушно-десантной бригады имени 60-летия СССР. В пьяном угаре избил семейную пару. Это не плечами разминуться, это уголовное преступление. Правда, с одной оговоркой. Если носишь погоны и верно служишь узурпатору, не волнуйся, любые твои действия, даже самые уголовные, свора прикроет. Корпоративная этика, так сказать. А что это за этика? Давайте послушаем, как ее понимает заместитель начальника криминальной милиции УВД Гомельского облсполкома, полковник милиции Андрей Силков. Да? Значит, я приговорил с начкримом центрального. Он был ответственным в субботу и воскресенье, я тоже был по УВД ответственным. Вот, потом я утром уехал, это за начальника розыска там разбирался. Ну, там как бы уже, там уже и МОП подключился к этой ситуации. Видно, они вышли на всех, и на тебя, и на больших тоже там. Ну, видно, конечно, переживает, кто-то хочет, блин. Да, переживает. Вот. Боец нормальный, блин. Да, ну как бы там позиция такая наша, никто корпоративную этику не отменял, там силовики. Вот, ну там семейная пара, зацепились они семейной парой там с мужиком. Вот, ну как бы там, ну я думаю, что, наверное, будем, чтобы все это там мирно решить, помирились, наверное. Ну ты понимаешь, о чем речь. Главное, чтобы та сторона как бы не это самое. Пойдем по пути наименьшего сопротивления с учетом дипломатизма, закона и всего остального. Да, по результатам свяжемся дополнительно. Хорошо. Все должно быть, по идее, нормально. Добро, Игорь Михайлович, на связи. Давай, хорошо. Байпол напоминает, что в Новой Беларуси исполнители и соучастники тяжких и особо тяжких преступлений режима Лукашенко предстанут перед справедливым и беспристрастным судом. Мы гарантируем, что все каратели белорусского народа рано или поздно будут установлены, и каждому из них придется ответить за содеянное по всей строгости закона. В завершении обращаемся ко всем патриотам Беларуси, а также к действующим силовикам и военнослужащим, чтобы прекратить творящийся в стране беспредел и сохранить места службы в Новой Беларуси. Присоединяйтесь к плану «Перамога». Рассказывайте о нем друзьям и близким. Только вместе мы, граждане Беларуси, сможем отстоять нашу страну. Живе Беларусь!